Время не бывает просто нейтральным фоном искусства. Последнее всегда символически выражало и преображало в себе историю с откровенностью, неведомой никаким самым точным документом. И, быть может, наиболее причудливой и живописной эта художественно-историческая откровенность была в России. Предреволюционное десятилетие – прекрасная эпоха России, ее серебряный век были периодом расцвета стиля модерн и символизма. Архитектура русского варианта стиля модерн полна контрастов реальности и грезы. Российский капитал, выходящий на одно из первых мест в мире, находит в изысках и капризах модерна свое весьма откровенное выражение. Это большой стиль больших денег. В таких очагах русского модерна, как Абрамцево, сложились целые архитектурные островки, феерически сказочные, фольклорные по своему декору. Даже религиозное искусство с его строгими византийскими канонами впитывает черты модерна, где церковный устав соседствует с романтической грезой. Студия выполнена в формах русской избы с тонкой пропильной резьбой. Резные наличники изящно окаймляют оконные проемы, создавая игру светотени на фасадах. Конек избы украшен деревянными шпилями, а резные полотенца создают перекличку со всем комплексом в целом. К фасаду примыкает крыльцо, щедро украшенное деревянным кружевом, напоминая петуха, распустившего хвост. Архитектор апеллирует к русскому архитектурному наследию, подчеркнуто создавая идиллический образ седой старины. Фоном постройки служит естественная, нетронутая рукой человека природа, подчеркивающая уникальность архитектуры. Разные исторические стили составляют в особняке Морозовой живописный синтез. Лейтмотивом служит средневековая готика, преображенная в мир сказочных видений, порою видений драматических и тревожных. Интерьеры здания впечатляют своей манерной роскошью и обилием живописного, скульптурного, орнаментального декора, как экзотические очаги красоты, ставшие мерцающим эстетическим фейерверком.
Главный фасад здания, обращенный на Театральную площадь, оформлен как трехчастная композиция, объединенная единым фризом лепной скульптуры и мозаичными панно по эскизам Врубеля. Волнообразность фасада подчеркивается округлыми формами завершения всего здания. Интерьер гостиницы полностью соответствовал современным представлениям об утонченном вкусе и функциональности, перекликаясь с фасадной частью здания. Фактура материала в новой пластике обретает тонкий психологизм, порой поразительно масштабный. Конная фигура самодержца, величавая, но в то же время оцепенело грузная, с одной стороны натуралистически достоверна, почти на грани прозаической карикатуры, но с другой стороны заключает в себе поэтическую интуицию не только об Александре, но и о русской монархии в целом, оцепенело застывшей на вершине, словно перед обрывом, который нет сил перемахнуть. Здание, построенное в стиле раннего русского модерна, представляет собой сочетание пластично-скульптурно трактованных объемов, образующих в то же время единое художественное целое. К основному кубу дома примыкают массивные крыльцо и балконы, индивидуально неповторимые по своему пластическому решению. Стены особняка облицованы глазурованным кирпичом, что зрительно облегчает его массив. Широкий мозаичный фриз со стилизованным изображением бледно-лиловых ирисов под сильно выступающим плоским карнизом охватывает поверху всю постройку и подчеркивает эстетическую выразительность ее стен. В застеклении широких оконных проемов использованы цветные витражи, а также оконные переплеты причудливых очертаний. Один из самых популярных зодчих русского модерна, Лев Кекушев, проектировал в основном частные особняки и доходные дома. Он был также одним из соавторов гостиницы «Метрополь». Дом Носовых сравнительно скромен по облику, напоминая не роскошный дворец, а скорее городскую усадьбу. Однако линиям и формам здания присуще рафинированное изящество. Судьба самого Кекушева была трагична. Прекратив строительную практику, возможно, в связи с болезнью, он в 1918 году был расстрелян, став жертвой красного террора. Здание создавалось не просто как доходный дом, но как дом
для художников. В нем было много мастерских. В разные годы здесь работали Малютин, Фальк и другие. Малютин и один из авторов проекта. К его эскизам восходят яркие майолики, сияющие на кирпичном фоне. Синтез архитектуры и живописи пронизан мотивами славянского язычества. Они слагаются в красочные образы природных стихий, над которыми царит бог Ярила, солнце с человечьим ликом. Ведущий воятель русского модерна Николай Андреев в памятнике Гоголю отказывается от всякой официозной парадности. Больной, уходящий в мир своих внутренних видений писатель, бросает хмурый взор на XX век. Сама фактура материала в новой пластике обретает тонкий психологизм. На рубеже 20-30-х, когда Сталин окончательно сосредоточил в своих руках всю полноту власти, идея мировой революции подверглась решительному пересмотру. Прежде России отводилась лишь роль детонатора социальных потрясений, которые должны были завершиться на Западе и там найти свой мировой центр. Отныне же таким мировым центром призвана была стать Россия и, соответственно, ее столица Москва. Сталинская геополитика чем-то напоминала идею Москвы как Третьего Рима, но Третьего Рима уже целиком безбожного. Ведь религия оставалась идейным врагом номер один. Храмы всех конфессий беспощадно разорялись, а часто и уничтожались. Вся страна покрылась руинами церквей и монастырей. Зато новая архитектура, в первую очередь в Москве, поражала своей пышностью. В этих зданиях проступали реальные контуры Сталинской империи. Империи жестокой, но величественной. На смену авангарду пришли античные традиции, восходящие к Греции, Риму, Египту, порой даже к Древней Мексике, как в случае с мавзолеем Ленина, выстроенным в форме мексиканской пирамиды. Высшим же образцом, а на тот момент и самым высоким сооружением на Земле, должен был стать гигантский дворец Советов. Великий вождь и учитель любил искусство большого стиля, монументальное, ясное, незамутненное борьбой разных течений. Поэтому прежние группировки были распущены, и общей нормой провозглашен социалистический реализм. Даже официальное искусство послевоенных лет с его триумфальным стилем чарует своей языческой мистикой, заключая в себе частицу тайны и, следовательно, частицу правды. Таков знаменитый фонтан дружбы народов. Ведь чем больше им любуешься, тем крепче убеждаешься, что перед тобой лишь золоченая мечта. Продумав древние мотивы, египетские, античные и прочие, Щусев в итоге останавливается на ступенчатой пирамиде до Колумбовой Америки.
Решение было в высшей степени рискованным и дерзким, ведь у древних ацтеков именно такая пирамида была местом кровавых человеческих жертвоприношений. Идет ли речь о подсознательной оговорке мастера, либо о рациональной, хотя и тайной программе? Ответить с полной определенностью невозможно. Во всяком случае, в Щусевской гробнице-памятнике, гробнице-трибуне, революция предстала во всем своем величии, глубоко укорененном в национальной истории, но в то же время величие неизбывно трагическом. И цветом облицовки, и своей ярусной композицией мавзолей великолепно вписался в Красную площадь, нисколько не нарушив ее историческую панораму. Он выглядит чуть ли не как главная точка опоры древнего Кремля. Вождь, сокрушивший старую Россию, тем самым мемориально утвердился в национальной истории как один из ее столпов. Сюрреалистический эксцентричный клуб имени Русакова приближается к идее дома скульптуры, поражая и даже пугая зрителей своей агрессивной мощью. Это парадоксальное здание вообще можно рассматривать как пародию на агрессивность стандартного, менее фантазийного конструктивизма. Со временем зодчему солисту приходится по понятным причинам отойти от активного строительства, уединившись в собственном доме-студии в одном из арбатских переулков. Станции московского метро 30-х годов принадлежат к числу самых ярких и значительных произведений того стиля, который часто называют сталинским классицизмом. На станции Маяковская берет верх пафос нового грядущего мира. Ритмичная конструкция с стальными столбами сочетается здесь с искристыми мозаиками Александра Дейнеки. В узком смысле это пропаганда военно-спортивного героизма, но пропаганда, решенная в безупречных, действительно классических формах. Кропоткинская – наиболее гармоничная и в то же время наименее политизированная, в смысле ее декоративной символики, станция московского метро. Здесь царит дух средиземноморской архаики. Ряды изысканных по профилю, освещенных сверху колонн, напоминающих цветы лотоса, придают ей облик подземного святилища. Политика, впрочем, и здесь дала о себе знать. Для облицовки этого зала использовались мраморные плиты, снятые с разрушенного храма Христа Спасителя. Станция Площадь Революции знаменита прежде всего своими статуями. Неоклассические фигуры, созданные по эскизам Манизера, представляют все слои советского общества, от пограничника до колхозницы. Кажется, будто они выносят на себе всю тяжесть подземной конструкции, наглядно и духом, и телом, словно монументально увеличенные винтики, как ласково назвал советских граждан Сталин, выражая беззаветную преданность делу строительства социализма. В станции «Комсомольская кольцевая» Щусев, по сути, продолжил под землю ансамбль Казанского вокзала, созданного по его же проектам. По настоянию зодчего главным оформителем станции стал Павел Корин. Здесь мерцает целая галерея воинской славы, от Александра Невского и Дмитрия Донского до Парада Победы на Красной площади в 1945 году. Правда, последняя композиция впоследствии была убрана в связи с борьбой с культом личности. Парад-то ведь принимал Сталин.
Композиционная строгость, сравнительная скупость декора сочетаются в этой постройке Щусева с тем парадным величием, которое стало характерной чертой так называемого сталинского классицизма. Здание, собственно, вошло в историю как монументальный символ исторического поворота от конструктивизма к зодчеству неоклассического типа. Согласно популярному историческому анекдоту, различие в трактовке левой и правой стороны фасада объясняется тем, что проект был срочно затребован к Сталину, и автор не успел его доработать. После положительной же санкции вождя ничего дорабатывать уже было нельзя. Это монументальная мечта грандиозного размаха. Причем мечта, упрямо и последовательно воплощаемая в жизнь. Скульптор впрямую уподобляется здесь инженеру, продумывая вместе со своими сотрудниками саму конструкцию, костяк гигантских фигур. Рабочий и колхозница устремляются вперед, в мощную атаку, словно огромное металлическое орудие войны за новый мир. Тем паче, что в Париже прямо перед ними находился германский павильон с эмблемами Третьего рейха. Их могучая поступь кажется неодолимой, как победная поступь страны Советов, посланцами которой они выступают. Мы наступим, если враг захочет нас сломать, как Невскую родину мы любим, бережем, как ласковую мать. Мотивы выражения великой мощи Советской империи, где все народы спаяны между собой взаимной любовью и общей любовью к великому вождю, находят едва ли не высшее свое воплощение на выставке достижений сельского хозяйства в Москве, открывшейся в 1939 году. Огромная выставка, на оформление которой были направлены лучшие художественные силы всех республик, выглядит как волшебный город чудес, город всеобщего благоденствия, ставший явью. Природа тут предстает окончательно покоренной, достигая сказочного изобилия. Рабочие и колхозница, словно сошедшие с монумента Мухиной, высятся на входных воротах, и в руках у них тяжелый полновесный сноп. Трудовая атака во имя нового мира завершилась полной победой. Наконец, дружба народов кажется нерушимой реальностью, благодаря обилию национальных орнаментов и архитектурных форм, которые слагаются в центре выставки в пышный венок дворцов. В основу высотных зданий, предопределивших новый градостроительный облик Москвы, легли две архитектурные традиции. Во-первых, отечественные наработки, итогом которых стал проект Дворца Советов, созданный под руководством Бориса Иофана. Во-вторых, американские небоскребы. Однако сам этот термин считался непатриотичным и по отношению к советским новостройкам не употреблялся. Строительство высоток, ритмически отражающих силуэт Кремля, развернулось после войны. Передовые инженерные решения соединились здесь с пышным монументальным декором в духе стиля «Триумф». Фонтан «Дружба народов» принадлежит к числу главных достопримечательностей ВДНХ, став, подобно рабочему и колхознице Мухиной, символом советской эпохи.
Золоченые фигуры воплощают союз нерушимый республик свободных. Пусть со строго исторической точки зрения дружба народов – это всего лишь легенда, агитационный миф, здесь этот миф выглядит достаточно эффектно. Москва. 14 февраля 1956 года. День открытия 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. В свое время здание Дворца съездов вызывало бурные споры, ведь его современные формы не имеют ничего общего со средневековой архитектурой Кремля. Но когда споры улеглись, стало ясно, что эта облицованная мрамором монументально строгая постройка вполне тактично вписалась в свое историческое окружение, к тому же и не выделяясь чрезмерной высотой.